Россия экстренно стягивает войска. Новая точка кипения. Москва заявляет о тяжелых боях. Танки НАТО у границ с Россией. Первые выстрелы. Заявление Альянса об обороне и наступлении. Путин призвал к огню на поражение. Закон подписан. Опубликовано решение Кремля. Что станет целью? Беларусь подняла авиацию. Анонс большой войны. Удары ВСУ по территории республики. Ответ Зеленского Минску. Обращение к Лукашенко из Киева. Из скачков штурмовики. Новый виток мобилизации в Украине. Военкомы направляются в спортзалы. Заявление теробороны о ТЦК за границей, где появятся посты. США готовят переворот, покушение у стен резиденции, союзник Путина поддержал Зеленского и циничное заявление отца 9 детей. Борис Джонсон радуется падению рождаемости в мире. Почему это хорошо? Ответ экс-премьера. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку. И я начинаю. Из скачков штурмовики. Новый этап мобилизации в Украине. Теперь дойдут и до спортзалов. Чтобы демобилизовать фронтовиков, о чем на днях говорил Зеленский, сначала надо найти им замену, заявил в интервью радио НВ глава Общественного совета по вопросам борьбы с коррупцией при Минобороны Украины Юрий Гудименко. Искать мужчин планируется в тренажерных залах. Там, по словам Гудименко, может быть много уклонистов с фиктивными справками о бронировании. При этом СМИ напоминают, практика рейдов ТЦК по фитнес-клубам не нова. Такие проверки были, но внезапно прекратились. Предположительно из-за того, что владельцы спортзалов смогли откупиться от ТЦК, чтобы не потерять клиентов. Я устал реально. Одновременно в одном мире жить и за одни и те же 10 минут видеть полностью заполненные спортивные залы какими-то качками, которые, очевидно, кем-то забронированы. Но, очевидно, сейчас они не на работе. И одновременно смотреть видео о том, как у нас очередной скандал из-за того, что ТЦК превысили свои полномочия. Искать претендентов на фронт за границей просто возле посольств и консульств Украины предлагает другой официальный представитель сил теробороны ВС Украины Александр Мусиенко. Он предположил, что в роли заграничных ТЦК могли бы быть бойцы теробороны. Украинских мужчин, которые легально выехали из Украины, трогать не будут, говорит Мусиенко, а у всех остальных могут быть проблемы. Также Мусиенко призвал резко усилить рекрутинг иностранцев, включая мигрантов и граждан европейских стран. Не хотите отправлять свои армии, отправляйте своих граждан в украинское войско, подчеркнул он. Цитирую. Это могут быть рекрутеры, которые будут представителями сил обороны и будут проверять мужчин, которые хотят продлевать себе документы или получать другие консульские услуги на территории стран Запада, особенно стран Европы. Проверять их воинский учет. Ну вот, собственно говоря, это минимум. Состоишь на воинском учете, тогда вопрос, а почему не приехал в Украину? Немцы готовятся вступить в бой. Берлин уже перестраивает тыл под военный сценарий. Об этом пишет Bloomberg. Крупнейший автопорт Европы в Бремерхафене модернизируют за 1 миллиард 350 тысяч евро. Но не ради увеличения экспорта мерседесов или фольксвагенов, а для переброски тяжелой бронетехники, в том числе 60-тонных танков «Леопард», к возможным фронтам. По данным издания, этот проект, заложенный в бюджете Германии на 2026 год, является частью более широкой инициативы ФРГ по подготовке страны к потенциальному военному кризису в Европе. При этом бюджетных средств на укрепление тылов у Бундесвера не хватает, говорится в статье. Поэтому Берлин все активнее опирается на частный сектор для закрытия оборонных пробелов. Цитата. В случае атаки на Европу центральное географическое положение Германии и ее промышленный потенциал делают страну ключевым логистическим и производственным узлом для снабжения войск техникой и оборудованием. Союзник Путина неожиданно поддержал Зеленского. Роберт Фицо, которого со дня на день ждут в Москве на Параде Победы, меняет тон. После телефонного разговора с Зеленским премьер Словакии смягчил прежнюю риторику. В своем фейсбуке он написал, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз и заявил о готовности помочь Киеву опытом прохождения евроинтеграции. Несмотря на то, что по некоторым вопросам у нас разные взгляды, говорит Фицо, у Братиславы и Киева есть общий интерес в хороших и дружественных отношениях между странами. Также словацкий премьер анонсировал встречу с Зеленским.
Мы договорились, что кратко встретимся в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, а также продолжим формат совместных заседаний правительств и нанесем взаимные визиты в столицы наших стран. Я также подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Российской Федерацией невозможно без согласия украинской стороны. В свою очередь, Зеленский заявил, что Украине важно было услышать слова поддержки от Словакии. На Банковой говорят, что пригласили Фица в Киев. Фица при этом, напомню, уже официально подтвердил свой визит в Москву. Сейчас разрабатывается маршрут полета. И, например, Чехия, в отличие от стран Балтии, выдала самолету Фица разрешение на пролет через свое воздушное пространство. Но так как у Чехии нет общих границ с РФ, чтобы попасть в Москву, премьеру Словакии потребуется разрешение и от других стран, к примеру, от Германии. Атака ВСУ по Беларуси. Зеленский вновь заявляет о готовности нанести ответный удар по силам Минска. Обращение к Лукашенко прозвучало накануне после того, как мониторинговые каналы сообщили о подозрительной активности ВВС Беларуси у границ с Украиной. Речь о приближении 2 вертолетов к кордону в Черниговской и Киевской областях. На Банковой назвали событие специфической активностью и дали понять, что будет ответ. Процитирую. И также накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси со стороны Беларуси. Мы внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать. Кого бы ни пытались втянуть в любую агрессивную активность против Украины. Минск на эти сообщения пока не реагировал, однако, напомню, это уже не первое обращение Зеленского к Лукашенко. В апреле Зеленский поручил, далее цитата, «по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и суверенитет». Тогда же Зеленский намекал, что Лукашенко может ждать судьба Мадуро. Зеленский уверяет, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Бои уже у ворот Константиновки. Россия стягивает войска к городу. Силы РФ вплотную подошли к одному из ключевых укрепрайонов Украины в Донецкой области. Главком ВСУ Сырский заявляет, россияне непрерывно пытаются прорваться, используя диверсионно-штурмовые группы. В самом городе уже идут контрдиверсионные операции. Об этом также пишет Рейтер. Авторы издания напоминают и о заявлениях Минобороны РФ. Цитирую. Министерство обороны России заявило в среду, что его силы взяли под контроль Новодмитровку, расположенную непосредственно к северу от Константиновки. Главный генерал Москвы Валерий Герасимов заявил в апреле, что войска продвигаются к северу и югу от города. Сырский отметил, что в апреле заметно возросло количество попыток российского наступления. С понедельника российские войска провели в этом секторе 83 штурма с использованием небольших пехотных групп, добавил он. Россия при этом заявляет о тяжелых боях в Сумской области. Накануне ведомство Белоусова опубликовало информацию о взятии под свой контроль Мирополья в приграничной зоне. Противник понес потери и был вынужден отступить, оставив свои позиции. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Отмечу при этом, что по данным мониторингового канала Deep State, Мирополье находится под контролем Украины, однако до районов проникновения российских войск или же мест, где они установили контроль, всего от 2 до 5 километров от этого населенного пункта. Танки НАТО у границ с Россией. Альянс начал отрабатывать масштабный бой. Первые выстрелы прозвучали всего в 70 километрах от РФ, которая признана главной угрозой Альянса. В финском регионе Кайну стартует серия масштабных военных учений под руководством армии Финляндии. Ключевые маневры пройдут на полигоне Vuosanka. Именно оттуда до России всего час езды. Центральное событие – это многонациональные учения Cyber Strike 26, где впервые в этом регионе развернутся силы США, Великобритании, Франции, Польши, Италии и Венгрии. Уже со 2 по 12 мая проходит Northern Strike – это артиллерийские учения с реальными стрельбами, задействованные батареи, минометы, прямой и непрямой огонь, а также тактические боевые сценарии, говорится на сайте Вооруженных сил Финляндии. Параллельно с 11 по 15 мая пройдут учения Metsa 126, полноценная отработка боя. Также процитирую.
Цель этих учений – отработка задерживающих, оборонительных и наступательных действий в бою. Также будет отрабатываться взаимодействие между различными родами войск и уровнями командования. В программу включены проверка приведения в повышенную готовность и быстрое выполнение задач подразделениями и командованием. Отмечу, что на разном этапе учений принимает участие разное количество военных, но речь идет о тысячах. Помимо танков и артиллерии, по тревоге будет поднята и авиация НАТО. Путин призвал к огню на поражение. Подписан закон, который резко расширяет полномочия, на этот раз таможенных органов. Об этом массово пишут российские СМИ. Решение принято Кремлем. Теперь при угрозе объектам Федеральной таможенной службы представители ФТС могут открывать огонь, подавлять и в целом уничтожать беспилотники Украины без вмешательства войск. Под действие закона попадают все виды беспилотников – воздушные, наземные, надводные и даже подводные. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, пишет «Коммерсант». По данным российской прессы, теперь под защитой таможенников окажутся в том числе порты и крупные терминалы, нефтяные, контейнерные, а также железнодорожные и автомобильные хабы, тесно связанные с таможенной инфраструктурой. Именно такие объекты считаются уязвимыми, поскольку Украина бьет по логистике, топливу и транспортным коридорам, а не по самой таможне как отдельной цели. США готовят переворот на Кубе. В окружении Трампа обсуждают силовой сценарий, но пока делают ставку на давление и переговоры. Об этом пишет «Политика». В материале говорится, что влиятельная кубинская диаспора в США требует жесткого сценария, вплоть до свержения власти на Кубе и даже военного вмешательства. Вашингтон уже усилил давление, введена энергетическая блокада, расширены санкции и обсуждаются экономические условия для Гаваны. Среди возможных инструментов – вооруженные силы США, однако внутри самой диаспоры нет единства. Часть выступает за прямое свержение власти, часть за ограниченные операции. Параллельно разрабатываются планы жизни, как говорится в статье, после режима. Выборы, гуманитарные операции и контроль над страной. Но окончательного решения нет. Белый дом балансирует между давлением, переговорами и риском дестабилизации у границ США, уточняет «Политика». Процитирую. Источник, знакомый с позицией администрации, сообщил, что рассматриваются и кинетические меры, военные варианты, но основной акцент остается на дипломатии и убеждении режима в необходимости изменений, особенно экономических. Трамп, как вы уже помните, неоднократно заявлял, что Куба может стать его следующей целью, и он победит. Белый дом накануне, кстати, удивил публикацией. На странице X появилась часовая запись, на которой Трамп зацикленно говорит «Побеждаем». Посмотрите. Winning. Мосты сожжены. Правая рука отправлена в топку санкций. Зеленский внезапно ввел ограничения против экс-главы Офиса президента Украины, человека, с которым он начинал свой президентский путь. Речь об Андрее Богдане, который уже не живет в Украине и критикует Зеленского. Кроме того, под персональные санкции попали еще 4 человека. Заявляется, что их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Помимо Богдана в черном списке бизнесмен и соратник Медведчука Богдан Пукиш, российский бизнесмен, главный менеджер платежной компании, которую использует для обхода санкций, Алан Кирюхин, а также функционеры олимпийского спорта РФ Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили. В Киеве уточняют суть санкций. Это блокировка активов, запрет на вывод капитала, остановка любых торговых операций, лишение госнаград, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества. Большинство мер введено на 10 лет, а лишение наград бессрочно. Покушение у резиденции. Спецслужбы подняты по тревоге. Топоры с именами принцесс. В Нидерландах расследуют шокирующее дело. Перед судом предстанет житель Гааги, который готовил нападение на 2 нидерландских принцесс, наследниц престола. Катерину Амалию и ее сестру Алексию. Первое заседание назначено на 4 мая, сообщает издание Allgemein Dagblad со ссылкой на прокуратуру. По данным следствия, покушение планировалось в феврале этого года рядом с резиденциями королевской семьи в Гааге. При обыске у подозреваемого нашли 2 топора с вырезанными надписями «Алексия», «Моссад», а также рукописный лист со словами «Амалия», «Алексия» и «Бойня». Прокуратура описывает фигуранта как уязвимого человека и не раскрывает деталей.
Искусственный интеллект может убить человечество. Громкое предупреждение сделал Илон Маск. Миллиардер уверяет, технологии развиваются слишком быстро и уже выходят из-под контроля. По его словам, без жестких ограничений искусственный интеллект способен стать реальной угрозой. Маск напомнил, он стоял у истоков OpenAI именно из-за страха перед таким сценарием, фактически как в «Терминаторе». Он сравнил ИИ с гениальным, но опасным ребенком, который может перестать подчиняться. Напомню, на этой неделе шел громкий судебный процесс. В центре спора сама OpenAI. Маск обвиняет компанию в отходе от первоначальной миссии работать на благо человечества. И по его словам, вложив не менее 38 миллионов долларов, он ожидал некоммерческого проекта. Однако нынешние владельцы превратили его в коммерческую структуру с оценкой около 730 миллиардов долларов. Тем временем у адвокатов OpenAI есть своя версия, почему Маск подал в суд. Их слова приводит издание «Фортуна». Адвокат Уильям Савит заявил присяжным, что Маск просто проиграл борьбу за власть и теперь действует из-за обиды, особенно учитывая, что он создал собственную коммерческую лабораторию ИИ. Мои клиенты просто пошли дальше и добились успеха без него. Ему это не понравилось, заявил адвокат. Лучшая новость за последнее время – это падение рождаемости в мире, так считает экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Почему? Джонсон объяснил в своей колонке на страницах Daily Mail. По его словам, это не демографический кризис, а наоборот, сигнал завершения эпохи чрезмерного роста населения, который наносил серьезный ущерб экологии. Джонсон называет происходящее потенциально позитивным глобальным сдвигом и призывает использовать его потенциал и не слушать политиков, которые требуют повышать рождаемость. Решение о деторождении, как считает Джонсон, должно оставаться личным выбором, а не предметом государственной политики. Он также раскритиковал панические демографические кампании, назвав их бесполезными. Вместо этого он предлагает сосредоточиться на экономике, инфраструктуре и повышении качества жизни. Напомню, что сам Джонсон – отец 9 детей. Это не кризис, а знак того, что человечество саморегулируется, стремясь к лучшему балансу с природой и лучшему качеству жизни. Признание того, что важнее продуктивность на душу населения, а не просто общий размер экономики. Пусть семьи, включая мою, сами решают, сколько им иметь детей, больше или меньше. Это их дело, и государство не должно никому читать нотации. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий и сделаете репост. До встречи уже завтра.